Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видео из серии «Советы из хитрости», в котором я хочу показать, как я наносил циммерит на королевский тигр, на заднюю часть танка. В комментариях в прошлом видео было много вопросов по поводу его нанесения, что использовал, как наносил. Собственно, поэтому отдельное видео. Опять же покажу на примере того же самого королевского тигра, только уже на башне. Башню я предварительно уже подготовил, соответственно срезал все вот эти крепления, которые будут мне мешать нанесению циммерита. Предварительно перенес их на бумагу, чтобы потом было проще найти, куда вешать крепления для запасных катков. Для нанесения я буду использовать шпатели от фирмы Tamiya разных размеров. Скорее всего пригодятся вот эти два. Этот, наверное, не пригодится. Вот, зажимать я буду держатель проскита для широких лезвий. Материал, из которого делают циммерит, это обычная шпатлевка на основе ПВА. Продается в любом строительном магазине и стоит очень дешево. Вообще, в идеале лучше, конечно, использовать, наверное, двухкомпонентную шпаклевку, так как после высыхания она лучше держится на пластике. Но, в принципе, я решил попробовать эту. Пока результатом я доволен. Сейчас я вам покажу, расскажу. В общем, смотрите. Лучше шпаклевку предварительно перемешать и взять со дна, там где она еще пожиже, не сухая, и наносить аккуратненько тоненьким слоем на будущую поверхность циммерита. Вот, соответственно, первый этап — это нанесение шпатлевки на сам корпус. Вот, а затем берете шпатель и аккуратно, ровными движениями делаете. Провели, сделали насечку и так далее. Провели, сделали насечку. Получилось немножко под углом. Сейчас я, наверное, это смажу и сделаю заново. Видите, если не получилось, всегда можно легко переделать. Просто стирается излишки. В этом и удобство шпаклевки, что она, в принципе, позволяет совершать ошибки. Заново берем шпаклевочку пожиже и начинаем размазывать по поверхности. Излишки убираем со шпателя, шпаклевку закрываем, чтобы не сохло. Берем в руки томийский шпатель и в этот раз уже следим за углом наклона. Вначале можно, конечно, под углом немножко начать, а затем потихонечку выравнивать. Да, так уже лучше. Сейчас необходимо дать время, чтобы это все высохло, закрепилось. Излишки можно будет легко убрать после того, как все высохнет. Ну а дальше уже можно наносить по кругу оставшиеся и потом наносить краску. Сейчас как высохнет, я сделал фотографии. Наверное, покажу какой-то предварительный результат.